Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Итак, сегодня мы с вами нарисуем спокойненький дизайн на руках клиентки. Смотрите, девочка пришла ко мне, увидела дизайн на моих руках, сказала: я хочу такой же. Но у меня правило: я 2 раза один дизайн не рисую никому, тем более со своих рук я рисовать не буду. Поэтому мы решили с клиенткой придумать что-то наподобие такого, но чтобы выглядело совершенно иначе. Ну и поскольку ноготочки у нас совершенно коротусенькие, у нас негде разгуляться на френче и располагать дизайн в зоне френча смысла совершенно нет, потому что он будет нечитаемый, мы решили сделать полное покрытие. Подобрали вот такие вот 2 совершенно спокойных оттеночка, к ним внесли нотку голубой фольги, потому что клиентка была в ярко-синем платье и она очень хорошо, эта фольга, перекликнулась с ее нарядом. Ну и, собственно говоря, вот такая цветовая гамма у нас получилась. Ну а теперь переходим непосредственно к созданию дизайна ногтей. Смотрите, логика та же самая, что на моих руках. Мы рисуем цветочки. У меня на руках это какие-то самые простые пятилистнички. Для клиентки я решила сделать розочки. Самая простая, самая обыкновенная трафаретная роза, которую мы с вами разбирали в предыдущих уроках, которую мы разбирали в эфире «Миллион роз», которую я вам порезала на кусочки. В общем, все то, что вы знаете, ничего нового. Если вдруг кто-то не знает, как рисовать трафаретную розу, я ссылочку на урок с этой розой оставлю в описании. Вырисовываем столько розочек, сколько помещается на наших ноготочках. Можно было нарисовать 3, кое-как куда-нибудь впихнуть 3-ю, но мы решили, что в принципе 2 нам вполне достаточно. Клиентка не имеет предрассудка по поводу количества цветов на ее ногтях, хотя некоторые клиенты, конечно, имеют. Лучше все-таки у клиента уточнять, имеет ли для него значение четное и нечетное количество цветов на пальцах. После того, как мы прорисовали наши розочки, мы их хорошенечко высушили и перекрываем финишным покрытием, потому что верхняя прорисовочка у нас будет уже по просушенному финишу и ничем перекрываться не будет. Она будет вот такая вот объемненькая, выполнена гель-красочкой без остаточной липкости. Ну а теперь самый залипательный процесс. Совершенно не ускоряла видео для того, чтобы вы могли рассмотреть движение кисти. Тонкие линии. Рисуем тонкие линии. Девочки, если кому-то не даются тонкие линии, приходите ко мне на онлайн-курсы, я вас обязательно научу, потому что там я пытаюсь, вернее даже не пытаюсь, я своим ученикам ставлю руку на рисование тонких линий. Этому уже куча доказательств, очень многие мастера были на моих курсах и отзывы только положительные. Я думаю, здесь кто-нибудь из учеников тоже отпишется, поэтому приходите на курсы, мы обязательно с вами победим эту кисть и нарисуем все-таки тонкий дизайн.
Это была информация на правах рекламы, а теперь продолжаем непосредственно про дизайн. Смотрите, девчонки, что мы делаем? Мы обводим нашу розу по контуру, делаем ее более четкую, более прорисованную, добавляем кое-где какие-то изгибы нашим лепесточкам, чтобы она получилась чуть-чуть живее, чем трафаретная, да? Получаем вот такие вот интересные лепесточки, ну и, собственно говоря, остальной весь фон забиваем какими-то мелочухами. В данном случае я решила сделать вот такие вот вензельные вензелябры, но тем не менее можно было нарисовать сюда полосочки, точечки, какие-то геометрические элементы, что-нибудь такое интересное, то есть любые мелочевки, которые у вас в голове крутятся, можно добавлять сюда в качестве фона. Ну а теперь дублируем все то же самое на второй пальчик. Здесь по-быстренькому просто пробегаемся для того, чтобы видеть целую картинку.
Девчоночки, самое сложное в этом дизайне это вот эти вот тонкие линии, это даже не сложно в техническом плане, это довольно-таки трудоемко по времени, потому что элементов получается довольно-таки много, их нужно все вырисовать и уделить им каждому внимание, чтобы элементы были чистенькие, поэтому именно из-за этого дизайн получается по времени слегка растянут. Хотя, насколько слегка, роспись 4 пальчиков у меня заняла 20 минут. Вот, собственно говоря, и все, наш дизайн готов. Девчата, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, потому что мне, конечно же, приятна ваша обратная связь. Ну а мы встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч, пока-пока!